Большинство телезрителей, кто посмотрел сериал «Великолепный век», увлеклись османской историей. Количество вопросов, которые каждый себе задает, настолько много, что интерес поклонников не угасает даже спустя долгие месяцы после того, как сериал перестали показывать. Как умер на самом деле в истории? Сколько было детей? Реален ли исторический персонаж? И множество других тем беспокоят миллионы зрителей. Давайте сегодня ответим на один очень серьезный вопрос. Почему развалили империю и не оставили править султанат? Последним 36-м султаном Османской империи стал Мехмед VI, а последним халифом сын Абдул-Азиза Абдул-Меджид II. Когда-то фактически правая рука последнего османского султана Мустафа Кемаль-Паша начал свою военную карьеру с ареста и заключения под стражу за критику политики 34-го султана Абдул-Хамида II. В заключении он пробыл всего несколько месяцев, после чего отправлен служить в Дамаск. Кемаль-Паша сделал довольно успешную военную карьеру, но всегда оставался верен своей нетерпимости в отношении режима султаната в стране. Совершив множество ярких побед в войнах за свободу своего народа, Мустафа Кемаль-Паша был удостоен звания полковника. Впоследствии этот человек возглавит революционное движение, которое будет сражаться против оккупации страны и султанского режима. Турецкая республика была основана в 1923 году, а сам Кемаль-Паша станет первым ее руководителем. Интересный факт. Знаете ли вы, что жители Турции впервые получили свои фамилии только в 1934 году? Вы наверняка заметили, что в Османской империи фамилий не было. Фамилия же самого Мустафы Кемаля-Паши стала Ататюрк, что в переводе означает «отец турок» или «великий турок». Так что же произошло с султанатом и зачем от него избавились? Я не зря в самом начале дала краткую справку об Ататюрке, так как именно он основал новый представительский орган в стране под названием Великое национальное собрание Турции. Оно было организовано в 1920 году, когда страной еще управлял последний султан. Уже в 1922 году решением собрания были разделены султанат и халифат. Султанат был упразднен, а халифом стал Абдул-Меджид II. Почему упразднили султанат? Кемаль-Паша в своем послании Великому национальному собранию сказал, что власть последнего султана Мехмеда VI повергла турецкий народ в рабство. Султана Мехмеда объявили предателем нации, а он бежал из страны. Ему на тот момент был 61 год. Что произошло после этого? В то время, как опальный султан сбежал, у страны были еще как минимум 3 шахзаде, которые могли бы занять трон. Однако, как считает историк доктор Экрем Бугра-Экинчи, упразднение султаната стране было куда выгодней. Но уничтожить монархию в стране, а более того, в сознании народа, царствующую более 600 лет, было не так просто. В 1924 году вышел указ, согласно которому все члены Османской династии покинули страну. Среди них старики, женщины и младенцы уехали со своей родины без права на возвращение. И даже халифат, который по сути служил переходным периодом от султаната к республике, в этом же году уже был упразднен. Большая часть членов опальной династии страдали от нищеты на чужой земле и умирали от голода и холода, зарабатывая себе на хлеб уборщиками мусора, горничными, швейцарами. Кроме самих членов султанской семьи, в изгнание также были отправлены еще 120 человек, которые вошли в специальный список сторонников султаната. Почему Кемаль-Паша не провозгласил себя новым султаном?
Задается вопросом доктор Экинчи и сам же отвечает на него. Важная причина заключается в том, что у Ататюрка нет детей. Монархия означает семью и наследника. Он помнил отчаянную борьбу Наполеона за создание монархии и династии. А воин-ветеран Ататюрк был реалистом. К тому же в то время во многих государствах монархия уже была упразднена, и Турция должна была идти в ногу со временем. Интересная деталь. Кемаль Ататюрк был женат, и действительно ему не посчастливилось иметь родных детей. Но вы удивитесь, узнав, что он стал приемным отцом для 8 девочек, которых хорошо воспитал и достойно о них заботился. Но это совсем другая история, о ней мы еще поговорим. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал, посещайте вкладку «Сообщество» и узнавайте еще больше про Османскую империю.